Добро пожаловать в Кыргызстан! Сегодня я вам предлагаю отправиться со мной в путешествие по удивительной, живописной и гостеприимной стране. Нас с вами ждет много чего интересного. И прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на канал, поставить этому видео лайк и оставить комментарий. Таким образом вы скажете мне спасибо и поможете распространить это видео. Погнали! Я в Бишкеке, столице Кыргызстана. Через 2 дня отсюда начнется мое приключение. А сейчас мы с вами пройдемся по городу и обсудим важные вопросы. Например, создавать такие видео трудозатратно, и ваша поддержка, в том числе материальная, нужна. Поддержи рублем меня по ссылке в описании или подпишись на Boosty или Patreon, где вы найдете много информации, которая не вошла в выпуск. Спасибо. А теперь к организационным вопросам. Добраться из аэропорта можно 3 разными способами. На маршрутке, на официальном шаттле в виде автобуса и на такси. Если выбираете последнее, то пользуйтесь Яндекс. И это не реклама, а удобный рабочий способ. Деньги. Кыргызский сом – это валюта страны. И удобство его в том, что он почти эквивалентен рублю. Выгоднее всего менять на Моссовете. Об этом месте я рассказал в своем телеграм-канале. Полезная информация, советы, красивые места – все в моем телеграм-канале, в том числе и ссылки на сервисы аренды авто. Я люблю рынки, мне кажется, рынок – это то место, где можно прям соприкоснуться с жизнью города. Естественно, в Бишкеке я не могу не посетить такое место, поэтому пойдем со мной. Ошский рынок – одно из самых живых мест города, и в этом его колорит. Взрослые и дети, старики и старухи все норовят что-то купить. Я не остался в стороне и приобщился к местной культуре. Абидос. А вот это вот кельме. А можно вот на эту футболку, да, померить? Чтобы я тут не светил своим красивым телом. Кепочка. Чтобы я был первым парнем на Бишкеке. А есть зеркало? Расскажу про особенность Бишкека. Город, на мой взгляд, будто растянут. Общественный транспорт ходит стабильно, но будьте готовы потратить на перемещение несколько часов. А метро здесь нет. Выбор в пользу автомобиля очевиден. Да. Köşal bolup jamgırlarda unutulmay unutulmay. Спасибо вам большое, можно вас обнять, очень здорово. Ну, давай. Спасибо вот большое. Вот это передай привет Якубовичу, вот это. Якубовичу передаем привет Якубовичу. Да, я передаю. Он каждую пятницу, да? Да, каждую пятницу, да. Смотрите, да? Да, я передадим ему привет. Маленький, я посмотрел, вот Якубович мне, какая шустрая меня любит. Якубовичу привет мы передадим, но прежде поговорим о народной кухне Кыргызстана. Для этого я встретился с шеф-поваром Эрланом. Сегодня мы приготовим манты. Манты у нас будут с джусаем и с мясом. Это традиционная наша еда. Это у нас джусай, он у нас появляется ранней весной, идет практически все лето, но зимой его нету. Мы стараемся в сезон его как можно больше употреблять, ведь мы мясо можем круглый год есть, а зелень у нас в естественном своем виде, она получается только
весной и летом. Каждое блюдо у нас идет лук. Если взять бешбармак, например, наше национальное блюдо, там специально делается такой луковый соус. Туда тоже идет очень много, обильно прям лука. То же самое в мантах, смотрите, одинаковое соотношение. И 30% это наш жир. Сейчас мы будем все это дело солить, перчить, доводить до вкуса. Тесто, кстати, у нас должно быть очень такое тугое. Когда манты наши сварятся, чтобы тесто было структурным, ну, чтобы оно держалось, не было такое разваренное. Это как итальянцы говорят аль денте, это как на зубок такое, знаете, твердое тесто, оно такое полусырое. Но в мантах мы его до конца доготавливаем, но оно становится все равно такое жесткое тесто. Это для чего? Для того, чтобы у нас внутренний фарш, начинка сама, не вытекала в процессе приготовления мант. Тесто, наверное, вы сами приготовите? Начинаем его начинять. Нужно будет его вот в длину вот так вот. Так вот, нет, да, вот так его положить в длину. Угу. Я, например, закладываю. Раз, соединил вот этими двумя. Так, потом беру, вот он у меня прилип еще до сих пор на пальце. Я его беру сюда, и потом он у меня здесь прилип. Потом его раз сюда, и потом я опять в эту сторону. И в эту сторону, в эту. Гармошка, да, как получается? гармошка его, да. Из стороны в сторону его раз. Так, как-то у меня все пошло. А давайте по-домашнему. По-домашнему слепил. Там вот так же фактически, Да. да, раз. Фактически так же. Но он уже по-домашнему не получится. Вот Потому я что сейчас... я уже все испортил. Да, потому что уже тесто даже заветрилось немножко. Вот я сейчас. Да, ничего страшного, сейчас Правда, второй. это сложно. И отправляем наши манты, ставим в специальную кастрюлю. В кастрюле у нас вода кипит. Сейчас мы отмерим ровно время. И нам нужно, чтобы 35 минут они у нас здесь на пару постояли. Вон там красота, едешь, не оторваться вообще, нужно смотреть за дорогой, а тут прям, правда, все так красиво. Бишкек остался позади. Дорога шла на Иссык-Куль, к самому известному озеру страны. А по пути меня ждала башня Бурана. Очень красиво. Да, башня Бурана. Она построена в X-XI веках посреди крупного в то время города Баласагун. Он стоял на шелковом пути и считался одним из самых богатых среднеазиатских городов. В XIII веке город подвергся нападению монголов, а еще через 2 столетия исчез с лица земли
Башня получается как просто отметочка. У нее большая история. Не зря же, да, она выделена как одно из must-have мест Кыргызстана. Но горы покорят ваше сердечко. Сейчас я покажу маршрут Кыргызстана, который даже самый ленивый турист проезжал. Вот он, ровно вокруг Иссык-Куля. Практически все туристические компании возят именно этими дорогами. Блогеры пестрят красотами этих мест. И я расскажу, почему этот маршрут привлекает множество людей со всего мира, и покажу места, до которых мало кто добирался, и уж тем более показывал. Посмотрим Григорьевское и Семеновское ущелье. Поехали. Семеновское и Григорьевское ущелье. Но это альпийские луга, ребят. Вот если вы хотите посмотреть Альпы, то это вам сюда. Если показать картинки людям, которые не были ни в Альпах, ни в Кыргызстане, то, в принципе, можно даже не отличить. Виды, конечно, потрясающие, ребят. Вот честное слово, потрясающие. Едешь, и у тебя вот эти вот самые вот тут альпийские классные пейзажи. Я в восторге, слушайте. Pour nous, les Français, c'est une destination très lointaine, relativement méconnue due à la distance. Du coup, c'est relativement préservé, sauvage, accueillant, encore beaucoup préservé. Voilà, venez parce que les gens sont très accueillants, la nourriture est bien, les paysages sont vraiment extraordinaires et très variés. Voilà. Это Мишель и Летиция, французы, которые путешествуют и живут в своей небольшой оборудованной машине. Любой человек, с которыми они встречались, оставлял свою метку, свой знак на машине. Таким образом, тысячи людей будто путешествовали вместе с ними. С каких лет ты на лошади верхом? 5 лет. С 5 лет? Да. Сложно было учиться? Нет. Просто сразу сел и поскакал, да? Не сразу, но этот третий раз сел. С третьего раза? Ты помнишь, да, те самые моменты? Падал с лошади? Ну, конечно. Больно было? Конечно. А ломал что-нибудь? То есть прям руки? Много. Много ломаться будешь, если он неспокойный. Кыргыз, там есть несколько переводов. Один из переводов, который мне очень нравится, это неистребимый. Вот представь, да, кыргызов 7 миллионов, чуть больше 7 миллионов, да, сейчас численность кыргызов. Это небольшая нация, 7 миллионов, небольшая нация. Но кыргызы сумели сохранить свою государственность, свою независимость, свою территорию, свой язык, свои традиции. То есть это на самом деле далеко не каждой народности и нации в мире есть такой вот честь
иметь вот свой суверенитет. Да, там я все время привожу в пример те же уйгуры, их 30 миллионов в мире, у них нет своей земли. И многие, почему, да, сейчас очень такой национальный вопрос по всему миру очень острый, потому что каждый народ хочет иметь право на самоопределение, иметь право на, значит, на свою землю, на свой суверенитет. И кыргызы сумели это сохранить. Кыргыз переводится как неистребимый. То есть тысячелетняя история Кыргызстана, а кыргызы тысячелетнюю историю имеют. Они воины, оккупация этой территории разными силами, они все равно сохранили себя. И это очень круто, это надо понимать, это надо уважать, и это надо ценить, когда ты изучаешь историю Кыргызстана. Поэтому кыргыз — это вот гордо, неистребимый, это, ну, я не знаю, очень сильный, да, знаешь, вот, прошедший много испытаний, да. А киргиз, вот, возможно, меня в комментариях поправят, киргиз переводится, как вот, да, мне объясняли, как труднопроходимый. Это Лариса, блогер и организатор авторских путешествий по Кыргызстану. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance. Дальше мой путь лежал до Каракола, административного центра Иссык-Кульской области. Из достопримечательностей города выделю Дунганскую мечеть, которая была построена беженцами из Китая. Мечеть выполнена в лучших традициях китайского зодчества, а все части мечети соединены посредством вырубок и пазов. Не было использовано ни одного гвоздя. Вас зовут Турат. Турат. Турат, вы вас повезете куда? Я на Алтын-Арашан вожу вас, а потом на озеро Алакуль. Алаколь, да. А почему мы не можем проехать на нашей машине? Почему мы поедем на У УАЗике? нас дорога очень сложная дорога. Везде камни там. Здесь отсутствует вообще какая-либо дорога, как мы видим, просто сплошные камни. Алтын-Арашан – это высокогорное ущелье недалеко от города Каракол. Славится своими горячими источниками, еловыми лесами и, конечно, потрясающими видами. Это одно из немногих мест на Земле, где сохранился густой реликтовый лес из тяньшанской ели. А для меня Алтын-Арашан стал небольшим перевалочным пунктом. Мы приехали в Алтын-Арашан, это село, от которого мы будем идти пешком там 10-15 километров в сторону озера Алаколь. Дойдем ли мы туда или не дойдем,
вообще неизвестно. Сказали, у местных чубанов нужно еще спрашивать дорогу, потому что есть куча разветвлений. В горах лежит снег, может сойти лавина. Вот, это интересно. Пойдем. Сейчас я вам все покажу. Здесь находится село Алтын-Арашан, куда люди приезжают купаться в горячих водах и наслаждаться здешними красотами. И отсюда можно дойти до высокогорного озера Алакуль, что я и хочу сделать. Там же пешком идти? Сколько километров? Где-то 15 километров. В одну сторону. Что-то я устал. Это путь вообще не из легких. Вы узнали, в какую горку я сейчас поднимаюсь. Ну, то есть точно сюда сюда прям точно вот не каждый дойдет. Потому что, ну, даже я вроде молодой парень, и я уж, ну, я вот, слышите, да, как запыхался. Реальность такова, что я не попал на Алакуль. И дело не в том, что я устал, хотя путь действительно был очень трудный. Алакуль – одна из самых труднодоступных достопримечательностей Кыргызстана, расположенная на высоте 3,5 километра. Дорога имеет резкие перепады, и путь действительно сложный. Переходы горных речек, подъемы, спуски, устают ноги, сердечко колотится так, я реально думал, что я кросс бегу. Однако причина, почему я не дошел до озера, кроется в том, что сошла лавина, и без специального оборудования до пестрого озера не добраться. Поэтому я не буду рисковать и просто буду наслаждаться тем, что я уже успел увидеть, и тем, что я сейчас вижу. Это невероятные красоты. Здесь прям вот вершины гор, они перед тобой. Вот эти вот масштабы, они завораживают.
Пока я отдыхаю после длительного горного трекинга в термальных источниках, расскажу вам про озеро, вокруг которого расположились основные достопримечательности страны. Про место притяжения, про место силы, о котором знает каждый кыргыз. Озеро Иссык-Куль. Кыргызы практически не путешествуют по своей стране. Ну, я не могу тебе сказать, почему. Ты задай вопрос кыргызам. Они практически не путешествуют по своей стране, поэтому внутренний туризм очень плохо развит. Но про Иссык-Куль знают все. Поэтому, когда там мне говорят топ-3 места в Кыргызстане, у меня Иссык-Куль даже в топ-5 мест не входит. Именно само озеро. Оно классное, оно офигенное, туда-сюда можно заехать. Но в Кыргызстане десятки шикарных мест, о которых, к сожалению, местные не так хорошо осведомлены и не бывают в них. Переводится как теплое озеро. Почему? Потому что оно никогда не замерзает, и вокруг него очень много горячих источников. Петр Семенов Тяньшанский описал это озеро как драгоценный аквамарин в оправе заснеженных гор. Так выглядит озеро из космоса. Если приглядеться, можно увидеть глаз. Говорят, впервые это заметил космонавт Алексей Леонов, но, вероятно, это легенда. Однако, что точно не миф, так это тренировки советских космонавтов в GT Агус, куда я и приехал. Едешь по вот этим всем селам, видишь, как ребятишечки, да, играют в мячик, как кыргызы верхом на лошадях скачут там зачем-то куда-то, они вечно куда-то скачут. И это обычная такая сельская жизнь. Вот продают кумыс. Я так понимаю, самал кумыс, без суту, это кумыс. Ездят специально на кумысолечение. У нас в горах есть кумысолечение. Проходит специальный курс, там 10-12 дней. Когда трава, вот весной, это вот сейчас как раз в мае, это вот именно сезон, именно кумысолечение. Люди специально ездят, лечатся. GT Агус – это живописное ущелье, куда любой желающий может добраться. Переводится как «семь быков». Над курортным поселком возвышается ровный ряд из красных скальных выступов. Но моей целью была далеко не эта красота. Еще не понимаю, туда ли я еду? А то такое ощущение, что не туда. А да, водопад до девичьих слез. А, это я не туда повернул, да? Да развернуться надо, да? Че, разворачиваемся? Boom, boom, there's a knock at the door, but don't freeze in your tracks. It's that chance you've been waiting for. It's the light coming through the crack. When life shows an open door, forget what you've been told and ride this open road. It's open road. It's open road. Сегодня нам нужно добраться до водопада Девичьи слезы. Кыргызы сказали, что на машине дальше мы не проедем, поэтому пойдем пешком. Какая же здесь волшебная природа. Я не был в Канаде, но это можно сравнить, наверное, с канадскими лесами. Я понимаю, что сравнение неуместно. Но это, конечно, прям вау. Вау, ребята. Водопад стоит своих затрат, стоит усилий, стоит того самого пути. К тому же вы можете арендовать лошадь, на машине сюда не доедешь, классные фоточки отсюда получатся. Здесь дорога, она уже была такая размытая. Сейчас пошел дождь и предстоит идти до машины где-то километра 3.
Это Алмаз Акунов, возродитель этноспорта Кыргызстана, который называется Салбуурун. Салбурун – это древнейшая кыргызская охотничья культура, охота с ловчими птицами, стрельба средством лука и использование охотничьих собак тайган. Эта традиция, она испокон веков передавалась из поколения в поколение. Мы обычно беркуты отлавливаем с природы, взрослых птиц, потому что взрослые птицы удобно использовать нам, потому что они готовые охотники, техника полета, навык полета они знают. И что такое дичи, как нападать, как брать, тоже по месту брать, они знают. В неволе держим около 15, даже бывает 20 лет держим, потом отпускаем. Потом они продолжают жить на воле свою жизнь. Беркут долгожитель, средний возраст у них 40-50 лет. Не более, даже дольше живут они. То охотимся, значит, это шакала. Вот последние 5 лет мы шакала часто выходим на охоту с беркутами. И на лисиц, ну, изредка на косуле. Ну, пока результатов нету. И на волка тоже пробовали, пока нет результата. Ну, да, волка нету. Мы попытались. Вот мой беркут хорошо нападал, не мог удержать, не справился. Тяжело, да? Тяжело, потому что это нереально. Это тайган, кыргызская борзая, аборигенная порода, местная порода, невыведенная порода. Они как гончие, и как борзые, и как сторожевые тоже годится. В каком случае сторожевые? Они ночью охраняют домашний скот от различных хищников ночью. И днем охотятся, добывают пищу. На что охотятся? Начиная вот сурок, лисиц, часто использовали на козерога, чтобы козерог загоняет на скалы, отстой делает, и приближается охотник и там рогача стреляет. Вот тут философия, неписанный закон охоты кочевника. Они, когда выходили на охоту на козерога, горного козерога, это как-то культура, чтобы мода была выходить с луком вместе с собаками. Вот видите, тайган отстой делает, вот они поднимаются на скалы, и они вниз на собаку смотрят. Вот тогда подходит охотник и стреляет. Снежная башня – это символика. Кыргызы вообще на кошку не охотятся. И вообще не охотятся? Это противопоказано.
У нас закон, кошка, если убиваешь одного кошку, ты разрушаешь одного города. Вот такой так воспитывали. Потому что кошку убивать нельзя у нас. Это потом несчастье будет сопутствовать того человека, кто кошку убивал. Ух, ничего себе, какая она тяжелая. И вы при этом вот брали вот этот вот инструмент, да? И вы вот так вот, да? Да. Вот тут садись И играй, да? рассказывай. Так, меня нарядили. Я сел. Осталось сыграть, да, вот что-нибудь. Если честно, то это очень сложно, чтобы вы понимали. Сейчас. Я вот так сделаю. Так удобнее будет, потому что... Давайте на руку вот сюда сядьте и Так. делаете вот волка. Волка сделали. Обалдеть. Весь накрыто волк. Все, я с волком, с волком. Обалдеть, даже носик оставили. За носик можно потрогать, вот можно... Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста. Алмаз потрясающий человек, он увлечен своим делом, рассказывает какие-то невероятные вещи о культуре Кыргызстана, самое главное и самое интересное, как он все это поддерживает. На мой взгляд, это очень сложно, вообще поднимать культуру. Я в жизни ничего вообще такого не видел, когда особенно человек с таким увлечением, с таким интересом рассказывает, показывает про свое дело. Это достойно уважения. Живя в Кыргызстане и вообще вот изучая культуру, у малых народностей стремление к самоидентификации выше, чем у больших. Вот, например, вот мы русские, я сибирячка, да? Есть там южные, есть там дальневосточные, есть... Мы, на самом деле, очень разные. У нас разная культура, у нас мы по-разному, там, у нас разный диалект. И у нас вот этой как бы общности как таковой не особо... Ну, как сказать, мы Россия, мы там большая страна, да, считается, там, великая, многонациональная. А когда малый народ, они держатся за свою идентификацию. И для них важны вот эти мелочи, которые для нас, возможно, были бы не важны. За неделю пребывания в Кыргызстане я видел разные пейзажи. Альпийские луга, канадские леса, бескрайние горные просторы. Здесь есть и своя турецкая Каппадокия. Довольно популярное среди туристов место, которое называется каньон Сказка.
Таким же известным местом является ущелье Борскуон. Красота и легкодоступность места делает его привлекательным для многих людей. А водопады, которые каскадом друг за другом украшают это место, наделяют его неким шармом. В Кыргызстане вы можете найти абсолютно любой вид пешего туризма. Здесь даже есть места, куда могут подняться такие взрослые, пожилые люди. Это приятно, да, когда в стране есть и экстремальный, так скажем, пеший туризм, куда нужно чесать 12 километров в одну сторону по горам, так и более легкий, и ты дойдешь до достопримечательностей, до водопадов. Это приятно. Но мало кто пытался проехать дальше ущелья, чтобы увидеть Исландию. 5 минут назад светило солнце, а сейчас просто дикий ветер, дождь, все затянуло тучами. А мне это вообще не на руку, потому что я сейчас буду подниматься на плато Арабель. Такое, конечно, безмолвие, потрясающие места. Здесь не каждый водитель получит свое удовольствие, и не только от видов, но от самого вождения. Очень хорошая дорога. Это все недалеко, то есть в течение 3 часов вы можете посмотреть это прекрасное место. Честно, я не знаю, почему сюда туристов не возят. Я понимаю, да, есть перевалы, куда нужно подниматься. Как мы поднимались на Алтын-Арашан, нужен водитель, нужна отдельная машина, и не каждый, в принципе, туда доедет. А здесь же все доступно, все открыто. И вот вам горные озера, пожалуйста, наслаждайтесь. Удивительно. И никого ведь нету. Ни один турист, ни один... Ну, мне нравится, да, когда туристов нет. Погода здесь меняется просто каждые 5 минут. То есть, вот прям вот здесь на плато может пойти снег. А буквально через 5 минут светит солнце. Потом пойдет дождь, и ветер дует, такой сильный ветер, и очень холодно. То есть выходишь на улицу и чувствуешь, будто зима. Но виды, конечно, потрясающие.
посмотрите на это. Вообще пустые дороги. Вообще просто вот гладкие, хорошие, пустые дороги. Я удивлен тому, как меняются пейзажи швейцарские Альпы. Здесь они есть. Мы знаем, что чем славится Исландия. Здесь тоже есть Исландия. Хотите снег? Пожалуйста. Хотите пустыню? Пожалуйста. Хотите марсианские пейзажи? Пожалуйста. Это все здесь. И вот я сейчас еду, смотрю вокруг, и у меня сравнение, знаете, вот с Иорданией, там, да, вот по картинкам из там, с США, вот с Аризоны, другие ландшафты, другие цвета. Вот сейчас все такое желтое, как будто вот где-то недалеко Гранд Каньон. И это все привносит большой-большой плюс в копилочку Кыргызстана, потому что, в принципе, в одной стране ты можешь посетить, все. Обогнув Иссык-Куль, я направился в небольшое высокогорное село Кызарт, чтобы пообщаться с чабанами и посмотреть, как они живут. В общем, увидеть сельскую кыргызскую жизнь. Например, вот этот юрта чисто кыргызская наша юрта, потому что которые сделаны из войлока, из дерева, да, деревянная. У нас сейчас в основном используют железные юрты. Железные юрты? Юрты, да, которые сейчас из арматуры разные делают. Это современные, мы их называем как бы русскими юртами. Сколько труда тут сюда нужно, да, например? Надо их завивать или как там правильно, да? И вот это все надо собирать. Это все ручная же работа, вот это все. А как бы железо можно как бы быстро. Сколько вообще собирают юрты по времени? Когда как? Допустим, вот у меня ничего нет, просто вот земля. Ну, я пришел. Готовую юрту как. Сколько, да, времени? Да, сколько? Ну да, 20-15 минут. У нас бывали. Серьезно? Знаете, вот они вот это вот все собирают за 20 минут? И войлоком вот это все накрывают, да? Да, конечно, это же очень быстро. И собираются тоже за 20 минут, да? Это еще долго 20 минут. Да? Это долго? Наверное, даже как бы наши программы, разные конкурсы у нас бывают. Да, вот. По сборке юрт? По сборке юрт. И там они бывали то, что за минуту собирали. За минуту целую юрту? То есть вообще ничего нету? Ничего нету. Ничего вообще, просто вот земля голая? Да. Вы просто берете и за минуту так всю юрту собираете? Собирали. Да, более опытные. Правая рука, правая сторона. Левая рука, левая сторона, это женская сторона. Почему правая сторона? Потому что мужчина свою имущество, вещи на правую руку берет. Меча, лук и все принадлежности, седло, конное снаряжение. Воин постоянно здесь сидит, у него автоматическая работает правая рука. Вообще у кочевника левша это не принято. Когда замечает левша с малых лет, заставляет, чтобы даже руку привязывает, чтобы он правую руку работал. Потому что это воин должен быть правую руку работать, меча, метания, это самое копье, и все используют вот эта шашка, вот это меч, да, и из лука стреляют тоже с правой стороны. А левый, это когда шеренга стоит, левша постоянно мешает. Поэтому мужчина, у кочевника, юрта на правой стороне. Вот он, кыргызский воин, кочевник Алишер со своей сестрой Бакулей. Именно в его руки будет отдана моя судьба на несколько дней. Все, забрался? Доволен? Точно? Красиво тут?
мне тут, я даже не знаю, как это называется, и сказали... Камче? Камче. И она будет нужна, чтобы она просто пошла. Сегодня трудный день. В сопровождении воина Алишера и его брата Урмата мне нужно добраться до озера Сонкуль. По горным тропкам, оврагам, уступам и подъемам лежит наш путь через горный перевал. Я не справляюсь слушать. Это действительно очень сложно по горам перегонять животных. Они же непослушные. Чабан – это основа кыргызской культуры. И до сих пор чабаны, да, здесь их очень много. То есть сейчас это люди, которые зарабатывают на этом деньги. То есть условно есть аил, там есть несколько чабанов. Вот, например, у тебя есть овцы, ты этих овец этому чабану отдаешь, он уводит на джайло, и ты не переживаешь, осенью он тебе их вернул. Ты там платишь какую-то денежку за это. Чабаном быть круто. Потому что это и заработок, это работа на природе, это сложная работа, действительно, это сложная работа, сложная физическая. Но на самом деле изучать культуру Кыргызстана надо начинать с культуры чабана. Мы дошли почти до Сонколя. Это потрясающие виды, друзья. Правда, здесь дует такой сильный ветер и очень холодно. Когда ты взбираешься сюда верхом на лошади и видишь всю эту красоту, ощущения, невероятные. Я прям какое-то воодушевление. Если бы я так умел, хочется просто взять и поскакать быстрее. Хочется, да, Алишер? Алишер поскачет. Я восхищаюсь этими мальчишками, которые, несмотря ни на что, да, несмотря на климат, который вообще просто убийственный, солнце вышло жарко, солнце ушло, все дубак, они справляются с этой жизнью. И, ко всему прочему, они достаточно гостеприимный народ. В этих местах я решил отведать местной молочной продукции. Для этого я направился к семье, которая занимается животноводством. Посмотрим на уклад жизни. Мы видим, да, как доят лошадь. Ближе мне подходить нельзя, потому что лошадь испугается. Лошадь, да, испугается? Да, конечно. А зачем вот привязанные ребята? Пускай сосет сразу. А, все, я понял, чтобы жеребцы не сосали молоко, да, чтобы... конечно. Все понятно, вот почему привязывают жеребят. Сложно объезжать жеребцов? Сложно, конечно. А с какого возраста уже надо учить их? После 2 года.
2 года, да? То есть 2 года они просто вот так вот на привязи, да, стоят? Кумыс, завтра утром он будет готов. И сколько он хранится? Год. Год. То есть в холодном просто пространстве год. Да. То есть, и поэтому его можно, в принципе, брать куда угодно, когда угодно, да? И он не, просто не портится, да? Нет, не портим. У меня слов нет. Хранится год, да? Осенью приготовим, зимой пьем, когда сколько надо. Баклажку приготовим, Ага. погреб поставим, согум тоже приготовим. Сагум? Согум. Это что такое согум? Режем этот лошадь. Это когда она умирает, да? Нет, не умирает. В живую лошадь зарезаете, да? Конечно. Зиму кушаем. А, лошадь зиму кушаете. И всю лошадь хватает на зиму? Нет, зиму это один семью. Одну семью? Да. Одну лошадиную семью, в смысле, мы? Солям салим Ага. и морозильник поставим или... Чем мне нравится кыргызская культура, ну, кочевая культура, тем, что там нет ничего просто так. Ничего они не делают, потому что вот мы хотим. Все четко имеет свой функционал, все четко обусловлено условиями там, той кочевой жизни. Мы, конечно, можем говорить, но сейчас вот не кочуют, сейчас же конница уже не воюет, мы можем это говорить. Но тогда, если эти традиции не будут соблюдаться, то и кыргызы потеряют себя. Как сохранить культуру страны? Ну, давайте сейчас от этого откажемся, давайте не будем играть. Ну, давайте потом, я не знаю, от еды откажемся, давайте там со соседних стран блюда заимствовать, давайте еще что-нибудь откажемся, от национальных каких-то элементов. У нас холодно. Да, здесь. да. А сколько у вас здесь зимой? Но в январе, феврале 40. Минус 40. Это холодно здесь у вас прям. Я не нашел у вас печки. Как вы топите? Только с кухни, да? Нет. Ну, печки, когда зимой холодно будет, Да. сюда поставим. А, вы сюда ставите печку, да? печку. А, то есть у вас переносная печка такая, да? И у вас тут прям для трубы, да, есть это отверстие, да? Если что, жарко будет, сюда поставим. Это вот эту вот самую печку, да? Да. Она просто переставляется, да, у вас? А летом вы ее, я так понимаю, сюда, да, ставите? А, это молоко коровы, да? А вот это, А уже коня, да? коня. Кумыс. Кумыс. А это Это вы так делаете сметану, да? снято. Савага. А тут сколько килограмм шерсти? 2 килограмма, наверное. 2 килограмма шерсти? Сарым айбу каймактан чыгат. Анан бул чөбөгө, Что вот это такое? чөбөгө. Это что такое? Муну менен мунун ортосунан чыгат. Что это? Каймак менен сарым айдын ортосунан чыгат. Осталось. Остаток этот. А, все понятно, все, я понял. У нас очень много изделий именно молочных, то, что связано именно с молоком. Мы делаем еще топленое масло, оно тоже заготавливается, в принципе, можно в течение года его хранить. Потом курут, потом мы тоже делаем свой творог, у нас есть айран, это то же самое, кефир. Это такое сладковатое тесто, как будто комочками. А почему оно сладковатое? А вот это вот... Сарымай. А это что такое? Ну, как масло. Как масло? Это с хлебом тоже, да? Да. Это на хлеб? Да? На хлеб, да? На хлеб. Сүзмө. Сюзьмё. Тоже с хлебом, на да? Так, сколько всего? Я сейчас молочного тут попробую. А вот это такое соленое. Соленое. Мы сыр не готовили никогда. У нас есть единственный один сыр, мы делаем, это свежий, это когда корова только родила, у нее выходит такое молозие, знаете, когда ты доешь и начинаешь его чуть-чуть подогревать, и оно сам по себе превращается в сыр. Пробуем кумыс. Как же в Кыргызстане не попробовать кумыс, да?
Но такое, оно кислое. Непривычное для жителя центральной России, либо, в принципе, европейского жителя точно будет непривычно. Ну, я бы не стал такое пить на каждодневной основе. Ты же запьешь до меня, да? Я же все не выпью. Ой, какой он непривычно. Держи, Алишер, это твое. Вкусно? Кыргызские застолья – это полно еды. Это очень много еды. И ты ешь, и думаешь, господи, а там еда не убывает со стола. То есть ты сколько бы ни сидел, ни ел, еда вообще не убывает. Ее такое чувство, что она как будто самовосполняется. И у кыргызов, когда вот они делают той, в конце, то есть уже наелись, уже 3 горячих подали, там 5 салатов, все. В конце обязательно подают бешбармак. Вот и я в конце видео расскажу вам про бешбармак. On the river we know, sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking, my worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear, just spin a rock and watch the ricochet. To the river we go, leave our worries on the shore and drift away. On the river we know, sometimes the perfect words are left unsaid. You could change your mind when you're intertwined with the water and the waves. I hope you find this place before you end your days. And if you see me out there, wave hello. И даже в нарынских домах есть отдельная комната для бешбармака. То есть, например, комната для тоя – это стол и стулья. Традиционно там все идет застолье. И потом под конец гостей приглашают в комнату для бешбармака, где стоит низенький стол, дастаркон, тушоки, это да, вот эти матрасы, да. И гости садятся за чистый стол и едят только бешбармак. Это уже в конце. Поели бешбармак и уходят. И у кыргызов есть пословица, я не знаю, как на кыргызском, но по-русски переводится, что в желудке всегда есть место для бешбармака. То есть вот сколько бы ты ни съел, для бешбармака всегда место есть. Поэтому, конечно, бешбармак – это такое культовое блюдо, переводится как 5 пальцев, нужно есть руками. Мясо вместе с лапшой перемешиваешь его, потом берешь вот таким образом. Раз. Что-то я, тут намешал, отлично. Намешал и... То есть прям так и ели, да? Вкусно. Только чересчур прям колоритно, конечно. Слушай, а вкусно? Самовар? Это русская самовар. Да. It's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands. It is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all
За 2 недели путешествия по Кыргызстану я увидел лишь малую часть этой страны. На моем пути встречались неописуемой красоты места. Кыргызстан способен удивить самого искушенного путешественника, потому что здесь есть абсолютно все. 4 вида сезонов, множество озер, водохранилищ, потрясающие горы, разные смены ландшафтов. То есть действительно здесь можно быть одновременно и в Исландии, и где-то посередине пустыни в США, и в красивых альпийских горах. И, естественно, кыргызское гостеприимство, кыргызская еда дадут тебе понять, что ты находишься в Кыргызстане. Возникла просто мысль приехать в Кыргызстан. Не задавайте себе вопрос, зачем, просто приезжайте. Не нужно задавать вопрос, зачем. Нужно просто приехать. И поверьте, это путешествие, эта страна, она что-то да изменит в жизни каждого человека, в сознании каждого человека. We are so surprised, so in love with this wonderful country, wonderful nature, very interesting history, and especially we are so surprised because it's a country we didn't know anything about. You know, the main reasons why everything is wow, like So exciting. so exciting for us. Вот мы бежим зачем-то, мы бежим за карьерой, мы бежим, чтобы купить машину. Это все надо, но не нужно из этого культ делать. А культ надо сделать на простое человеческое общение, да. Вот это гостеприимное застолье чаще всего у тебя ничего не требует взамен. То есть ты придешь, тебе накроют стол просто потому, что ты гость. Моей заключительной точкой двухнедельного путешествия стало Токтагульское водохранилище. Вот здесь. И каждый раз я не переставлял удивляться видом. Весь маршрут, цены, достопримечательности написаны и разобраны в моем телеграм-канале. В том числе и сколько я потратил на такое приключение. Я восхищен этой страной, а в первую очередь я восхищен людьми, которые здесь живут, здесь трудятся, работают, продвигают свою культуру, свою историю, ценят и уважают традиции и обычаи народов. Я видел, как маленькие дети уже там с 5-7 лет верхом на лошадях перегоняют овец. Это тяжеленный труд. Я видел, как живут люди вот в этих старых избушках, старых домиках и ценят, и держатся за это все. Это очень ценно. Я восхищаюсь всеми теми людьми, которые поддерживают и ценят и уважают свою страну, свой язык, свой быт и культуру. Я хочу сказать большое спасибо всем кыргызам, всем людям, которые помогали мне в этом путешествии. Отдельное спасибо вот этому человеку, без которого не получился бы выпуск. На протяжении всего маршрута Федор помогал мне вести съемку, а она была действительно сложной. Его инстаграм вы найдете в описании под видео. Ребята, путешествуйте чаще, потому что в путешествии вы проживаете маленькую жизнь, которая делает вашу собственную богаче, добрее. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Я буду рад вашей подписке, комментариям, лайкам и, конечно же, путешествуйте чаще.